Всем привет! Все бацинеты с забралом Clubwizard имеют одну общую деталь. Это вот эта петля. С помощью нее рыцарь может раз, два, снять забрало, и тогда у него открывается обзор и дыхание, а также возможность громко и четко отдавать команды. Приказы командира, рот которого закрыт забралом, вполне могли не расслышать в пылу битвы. Такой офицер или полководец не мог вести в бой своих рыцарей и своих воинов. Можно сказать, что случаи, когда уместно было закрыть лицо, ограничив себе существенно обзор и дыхание, но защитив поражаемую зону лица, такие случаи были довольно редки. И одними из этих случаев является тот вариант, когда рыцарь видит перед собой строй противника. Рыцарь не один, допустим, и у них отряд, и они знают, что у них задача просто проломить строй, который просто напротив них. То есть им не нужно отвлекаться и думать, что у нас там сзади, никто ли там не атакует, никто ли там не выходят никакие там английские лучники из засады. Они знают, что вот там строй, они, допустим, тяжелая кавалерия, и вот туда нужно въехать, влететь, выкосить первым ударом максимальное количество воинов, разогнались и врубили этой босоногой черни по самые яйки. Но что может пойти не так? Уже в момент, когда конница врезалась, есть вероятность того, что она завязнет. И часто несвоевременная оценка ситуации, отходить, не отходить, напирать, не напирать, может стоить жизней. Поэтому в таких случаях командир, тот, кто командует отрядом, вероятно всего, должен был поднимать забрало и оценивать ситуацию и раздавать команды. Там наступаем, отступаем, кого там давим, кого не давим. Поэтому очень часто можно увидеть на средневековых изображениях воинов, которые дерутся с поднятым забралом. С одной стороны, казалось бы, это нонсенсом, потому что все-таки у нас есть забрало, которое повышает нашу защиту, но почему-то они дерутся с поднятыми забралами. Скорее всего, причины были банальные в том, что когда вы видите противника, видите своих союзников, вы понимаете, вы в строю, вы там не вырвались вперед, вы там не сзади стоите, вы оцениваете быстро ситуацию, и ваши действия в таких случаях максимально эффективны. Чем если бы у вас было закрытое забрало, и вы не понимаете сейчас, вот это сбоку сейчас ваш союзник или это враг, вам нужно его колоть под мышку, убивать его, или нужно этого человека защищать. И, конечно же, в таком случае поднятое забрало – это плюс. Так что военное снаряжение, именно военное снаряжение средневековое защитное, было нацелено не на тотальную защиту воина, а обеспечивать ему такую защиту, в которой он будет максимально эффективен. А максимально эффективный воин – это не значит запакованный полностью в железо. Это воин, который трезво и адекватно оценивает ситуацию на поле боя. Это воины, которые слышат команды, которые видят, куда им нужно идти, и которые могут оценить опасность или шанс для прорыва, для успешного удара и так далее. В таком варианте бацинет довольно универсален. Хорошо все видно, меня хорошо слышно, я легко дышу. Существенный минус в том, что лицо открыто, и удар в лицо может быть фатальным, привести банально к смерти. С другой стороны, если рыцарь одет в доспех полностью, не обязательно латный, но понятно, что у него все тело покрыто сталью, такой рыцарь будет знать, что самым вероятным ударом, куда его будут бить, это колющий удар в лицо. А если он уже готов этот удар принимать и отражать, полдела сделано. Он знает, что в первую очередь нужно прикрывать лицо. Это, конечно, поможет ему предугадывать действия противника, потому что мечом, например, доспех вы не разрубите. Разве что вы можете уколоть в открытые места, которыми являются лицо, подмышки, часто сгибы локтей, паховая зона, под коленами. Вот. И уже от этого вы строите стратегию своей защиты и своего фехтования. А если же вам попался какой-то неопытный противник, который будет пытаться вас прорубить мечом, то, скорее всего, вам будет проще его убить, потому что он израсходует свои силы на то, чтобы проколупать ваш стальной панцирь. Но суть сейчас не в этом, а в том, что в этом видео я буду показывать, как сделать вот такую петлю, без которой само забрало, в принципе, существовать не может, потому что Clubwizard – это и есть эта петля. Club – петля, Wizard – забрало.
Получается вот такая петля. Да, она еще не полностью готова, тут будет шлифовочка, мелкие подправки и самое главное, она должна приклепаться. Но приклепывать ее можно только после того, как купол и забрала будут закалены, пошлифованы, и уже после этого можно монтировать петлю. Итак, есть поворотная деталь. Вот. Сейчас она вынимается. Забрала двигается вверх. Снимается со штифтов. Ну и штифты тоже будут приклепаны. Сейчас они не приклепаны. Ну, получается вот такая мелочевка, которая занимает целый день работы. Например, купол бацинета я могу сделать немного быстрее, чем за один день. Ну, от нарезки до зачищенного шва сварного. То есть отковал, сварил, снял, зачистил сварной шов, проварил внутри. Готовый бацинет к следующим операциям, то есть к изготовлению забрала. Кстати, сама ковка бацинета и ковка этого забрала есть на предыдущих 2 видео. Ссылка будет в описании. Итак, вот эта маленькая петля занимает день, а то и даже больше. С этими всеми мелочевками, подгонками, миллиметр в миллиметр, потому что здесь уже допуски в 2 миллиметра не канают. Тут надо сделать все уже четко, оно должно быть все в притирку, все должно двигаться, заезжать, заклинивать саму себя. Так что гемор определенный есть в этом. Именно поэтому банально вместо этой фигни можно сделать почти половину шлема следующего, еще одного. Поэтому в бугуртах очень редко можно увидеть такие вот правильно сделанные петли, которые правильно работают, правильно функционируют, именно аутентично. Я много раз говорил о том, что рисунок военного боя, то есть рисунок средневековой войны, существенно отличается от турниров средневековых, ну и от современных турнирных фестивалей. Почему я на это так напираю? Да потому что у меня у самого был определенный стереотип, что есть доспехи средневековые, да? Да. Они защищали воинов? Ну, конечно, защищали. Значит, логично, что мы одеваемся в средневековые доспехи, участвуем в бугурте, и нас не будут ломать, нам не будут ставить травмы и так далее. Потому что в средневековье они вообще воевали на настоящей войне, на настоящем заточенном оружии. А оказывается, не так. На войне задача была не уберечь воина от поломанного пальчика или от синяка на жопе, чтобы его не убили, чтобы при этом были деньги на то, чтобы вооружить этих воинов. А цена доспеха иногда влияла на то, сколько и как будут защищены пехотинцы или рыцари и так далее. А обычная пехота не была одета в полный доспех, потому что это, во-первых, было непрактично, потому что передвигаемся пешими и тащить на себе 20 килограмм железа, помимо каких-то необходимых вещей, типа фляги с водой, возможно, минимальный паёк, возможно, какие-то еще лагерные принадлежности, которые тоже нужно с собой переносить. Плюс доспех — это просто невозможно. Не говоря уже о том, что такой доспех очень дорогой. Поэтому военные доспехи часто не очень хорошо подходят для бугуртов, для того, чтобы человек, который занимается хобби, был защищен от травм. Но все равно встречаются люди, которые хотят себе в бугурты именно правильное защитное вооружение, которое максимально соответствует историческому. Это их право, понятное дело. Но с моей стороны важно обозначить все критические моменты, которые могут всплыть от использования исторических или реконструкторских доспехов. Кстати, забавный факт, что некоторые шлемы восточного типа, вот с такой личиной, которая повторяет лицо человека, они, по сути, тоже являются клопвизорами, потому что у них крепление точно такое же. То есть есть петля вот здесь вот по центру, и забрала вот так поднимается. Это, кстати, следующий шлем, который я делаю, тоже будет видео. Правда, здесь забрала будет намертво приварено. Сварной шов будет только изнутри. Как бы такая стилизация историческая, без заморочек на какую-то реконструкцию. Но при этом выглядящая очень пристойно и сделанная с максимальной практичностью и пользой для человека, который занимается бугуртами и историческим средневековым боем. Но это будет в следующих видео. В общем, это была 3-я часть про изготовление бацинета с клопвизором. Огромнейшая благодарность патронам и патронессам, которые поддерживают наш канал.
Ну и следующая часть будет завершающей. Закалка, шлифовка, дырочки, ремешки, пряжки, заклепочки и финальная сборка. Ну а пока что всем спасибо, всем пока!